İyi günler, merhaba. Bugün size ıspanaklı ve sade pide yapacağız. Сегодня приготовлю для вас пиде со шпинатом и просто пиде. Bunun için, hamuru için 1 kilo un, yani şöyle 6 bardak un. Для теста нам понадобилось 6 стаканов муки, то есть это где-то килограмм. 2 bardak süt, su, 1 bardak süt. 1 стакан молока и 2 стакана воды. Tabi bu suyu gene kontrollü ekeceğiz. Az da çok da olabilir. 1 paket maya. Воду будем смотреть, возможно, меньше понадобится или больше. 1 пакетик дрожжей сухих, это 10 грамм. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker. 1 чайная ложка соли и 1 чайная ложка сахара. İçinde ıspanak. Для начинки шпинат. Yani 400 gram falan. Где-то 400 грамм. 1 soğan. 1 большая луковица. Beyaz peynir. Белый сыр, где-то здесь грамм 150-200. Karabiber. Черный перец Sıvı и оливковое масло. Tamam. Hamurunu yoğuracağız. Изначально приготовлю тесто, замешаю. Şekerini koyuyorum. Добавляю сахар и соль. Mayasını koyuyorum. Дрожжи. Немножко перемешиваю. Sütü koyuyorum. Добавляю молоко, это теплое молоко. 1 bardak suyu koyuyorum. И 1 стакан воды сейчас добавили. İkinci bardağı da yarım koyuyorum ihtiyaca göre. И половинку второго стакана также добавили водички, но дальше будем смотреть, нужно будет добавлять или нет, замешивая тесто в процессе. Şimdi yarım bardak daha koyuyorum. Еще немножко добавляем воды. В конце видео, либо же под видео я обычно всегда стараюсь писать рецепты, поэтому количество всех ингредиентов найдете или в видео, или под видео. Şimdi buna 1 bardak süt, 2,5 bardak su gitti. Bu yarım bardağı da böyle ağır ağır vere toplayacağım hamuru. В общем, сейчас уже было потрачено 1 стакан молока, 2,5 стакана воды. И вот эту оставшуюся половинку чуть-чуть по капельке мама подливает в тесто, чтобы его собрать в один комок, чтобы оно было такое послушное, не липкое. Тесто должно быть не забито, тесто должно быть достаточно таким мягким, как мочка уха. По чуть-чуть, видите, она подливает. И кулачком вот так вот собирает. Заворачивая. Одновременно и тесто получается таким как бы слоеным и воздушным. Böyle 10 dakika falan yoğrulacak. Где-то в течение 10 минут вот так вот нужно вымешивать тесто. Şimdi unun kalitesine göre su alma kapasitesi değişebilir. В зависимости от качества муки, количество воды может быть разным. Evet, hamurumuz oldu, gayet yumuşak bir hamur olacak. Böyle. Смотрите, тесто уже готово, оно будет достаточно таким мягким, немножечко липнет к рукам, но все равно отстает. Şimdi mayalanmaya bırakacağız. Оставим сейчас его подходить. 1 saat mı daha az? Artık kabarmasına bakalım. 1 saat gene nereden baksan. Обычно это где-то час, 45 минут, час. В общем, смотрите, в теплом месте, обязательно накрыв чем-нибудь, чтобы оно не подсыхало. Şimdi ıspanağın içini yapıyoruz. Onun için soğanı küçük küçük doğrayacağız. Сейчас будем готовить начинку для пиде. Изначально нарезаю мелко-мелко луковицу. Sıvı yağ koyuyorum. Немного наливаю растительного масла. Где-то здесь
5 столовых ложек. Bunu yemek yapar gibi kavuracağız. И будем пассеровать луковицу. İnce ince kıyacağız. И также мелко нарезаем шпинат. У нас свежий шпинат. Evet, soğanımız kavruldu. Kapatıyoruz. Лук уже Соусчик. готов. Выключаем и ждем, пока остынет. Şimdi hamurumuz kabardı. Çok güzel. Вау! Смотрите, как тесто поднялось. Отлично. Tamam. Bunun için şimdi ıspanağımızı kavurduğumuz soğanı koyuyoruz. Так, вот эта луковица, которую мы пережарили хорошенько, добавляем ее в шпинат. Peynirimizi koyuyoruz. Также добавляем натертый на терке сыр. Karabiber koyuyoruz. Добавляем специи. Это у нас черный перец. Добавляйте по вкусу. Также можно, İsterseniz acı biber de koyabilirsiniz. также можно добавить и острый Коричневый. красный перец. Но мы его не будем добавлять, так как дети тоже будут есть. Все хорошенько размешать. Şimdi fırınımıza altına su koyuyoruz. Isıya dayanıklı bir kaba. Сейчас ставим сюда в духовку немножко водички. Tepsimizi de koyuyoruz. Также ставим и противень. Ve fırınımızı ısıtıyoruz. Alt üst 230 derece, 220 derece alt üstte ısıtıyoruz. 220, включаем духовку вверх-вниз, пускай нагревается. Hamurumuz çok güzel. Şöyle şimdi bunu ikiye böleceğim bu hamuru. Тесто получилось очень Без хорошее, оливье, воздушное. Сейчас поделим его на 2 части. Припылили мукой, отложили одну часть. Dört bezeye ayırdım. На 4 части поделили. Elinizle Если veya хотите, merdane ile şöyle açıyoruz. можете с помощью рук или с помощью скалки раскатать. Tepsiler büyük oldu. Ну и, конечно же, смотрите, чтобы размер вот теста этой лепешки был по размеру вашего противня. Şöyle ince. Мгм. Şimdi iç koyuyorum. Добавляем начинку. Şimdi bunu kapatıyorum. И вот так вот закрываем. Evet. Вот так у нас получилось. Вот так вот закрыли. И на противень вместе с пергаментной бумагой. Приступаем к раскатке остальных частей.
Şimdi tepsimiz ısındı. Eğer tepsiyi böyle ısıtarak yaparsanız daha iyi olur. Yok değilse direkt bu şekilde de koyabilirsiniz. Şimdi bunu ben buraya alıyorum. Выкладываем это на горячую противень. На горячую. Ve şimdi fırına koyuyorum. И отправляем в духовку. Водичка, все там же остается. Çıkarıyoruz. Вау, красота. Следующая партия пошла. Какие красивые. Şimdi bunun üzerine yağ süreceğiz. İster tereyağı, ister sıvı yağ sürebilirsiniz. Сейчас смазываем маслицем. Мы это делаем сливочным, но можно также и растительным. Обалдеть. İsterseniz sade de yiyebilirsiniz sürmeden. Можно, конечно, даже ничего не смазывать, но Evet, afiyet olsun. приятного аппетита. Sıcak. Вау. Обалдеть, сказочно. Так что обязательно приготовьте. Обязательно. Şimdi bu kalan hamurumu da Ramazan pidesi yapacağım. И с Sade оставшегося, pide. с оставшего теста сделаем рамазан тесто, рамазан хлеб. Şöyle. Bunun üstüne böyle yumurtayla şekil vereceğiz. Сверху будем делать форму с помощью яйца. То есть взбила чуть-чуть мама яйцом, желток с белком. И вот так вот. Достаточно глубоко, потому что тесто еще будет подходить. И еще нужно будет, возможно, даже поправлять эту форму. Вот так вот пальчиками просто делаем такой узор. У меня на канале есть видео, можете также его посмотреть. И вот так вот. Tamam. Tamam. Biraz bekleyecek tepside. И немножко подождет на противне, а потом поставим в Üzerine духовку. susam yapacağız. Çörek otu. Buraları tekrar bir belirginleştiririz. Evet. Şimdi pidemiz bekledi. Şimdi şöyle gene şeyleyelim, sabitleyelim. Еще раз пройдемся, потому что тесто поднялось, естественно. И сверху сейчас черным тмином немножечко. Ну, в общем, по желанию. Susam. И кунжутными семечками. Самая вкуснота. Şimdi koyuyoruz fırına. И в духовку. Девочки и мальчики, посмотрите на эту прелесть. Получилось прямо целый хлеб. Всему голова. Обычно должно быть более плоская лепешка такая, но у нас поднялась. Возможно, при выключении он немножко опустится.